Всем привет, дамы и господа, меня зовут Денис Новицкий, я хочу рассказать вам свою личную историю того, как я последние годы занимался разработкой и запуском различных проектов, пытался строить бизнес в игре Minecraft, но в конечном итоге прогорел. Но я не отчаялся. Все повествование здесь будет строиться на рассказе о моем последнем проекте, которым я занимался последний год, где определенно допустил ряд ошибок. И думаю, важно уточнить, это видео не только про Майнкрафт, желание создавать и устройство бизнеса у всех плюс-минус одно. И я надеюсь, что это видео посмотрят разные предприимчивые личности, и что у вас это откликнется, все стремления, история, о чем я расскажу. Интересно знать, кто чем занимается. Напишите об этом в комментариях, давайте держаться вместе. Начну, пожалуй, с того, что, еще раз, меня зовут Денис Новицкий, и я с 2012 года, уже выходит 14 лет, не прекращая пробую себя в разных сферах, пробую создавать и запускать что-то свое. Я запускал свои сервера, проекты, лаунчеры, у меня были свои студии, и, как вы понимаете, к сожалению, много из этого не дожило до наших дней из-за отсутствия успеха. Я лично имел опыт ведения уже нескольких YouTube каналов, да, это далеко не первый, из актуальных сейчас НДН, как и более серьезный. То есть я выпускал хайповые ролики, проводил большое количество стримов, общался и работал с аудиторией. Тут виден определенный потенциал, сколько мне все говорят, просто занимайся роликами, и у тебя все будет в шоколаде. Но меня, черт возьми, это не увлекало настолько, как продумывание и создание каких-то своих проектов. Я просто тратил большое количество времени не на то дело, как многим кажется. Перспективы быстрого успеха ведь совсем в другом. Но тут, я думаю, нужно быть жадным до популярности, чего, похоже, у меня нет. Позже к теме медийки вернемся, до нее было и будет после нее мое желание, стремление что-то создавать. И тут важную роль сыграл Майнкрафт, и я определенно такой не один. В то время как мои друзья и знакомые рожают уже третьего, я играю в кубики и пытаюсь с них что-то делать. Как и у многих, у меня Майнкрафт — любовь с детства. Когда ребенка пустили в песочницу, сначала было непонятно, но потом он увидел все возможности. До хрена, конечно, спекуляции на эту тему, насколько Майнкрафт крутой. Суть тут в том, что я начинал с Майнкрафта, потому что тогда это для меня было легко и интересно, а продолжаю, потому что это сейчас для меня также интересно, а еще легко из-за того, что конкуренция слабая, из-за неопытности людей, детей. И нет, я уже с радостью бы переключился на что-то другое, так как изрядно надоело одно и то же, но пока не представляю куда. Есть некоторые опасения, что в живом бизнесе уже многое сделано, трудно придумать что-то новое, скажем, хотелось бы свое заведение, но это сейчас полный бред. Особенно с кризисной ситуацией в России и в целом в мире. Поэтому я остаюсь в теме, которая мне понятна, есть ресурсы, контакты, и все это я собираюсь дожимать. Медиадеятельность. Я считаю, что это один из важнейших этапов моей жизни, через который мне удалось пройти, и он, без сомнения, оставил значительный след и влияние. Вы помните 2012 год? Это то самое время, расцвет ютуба, когда многие хотели стать ютуберами, включая меня. И у кого-то удалось. А чьи-то видео тех лет пусть так и исчезнут в глубине интернета. В общем-то, попыток выпускать какой-то видеоконтент у меня было немало, но то, что сохранилось в истории, уже мой канал НДН, который я начал вести только в 2021 году, и ужас, уже все-таки прошло целых 5 лет. Основной контент на нем строился для помощи людям, различные гайды. Для этой цели мы также в Дискорде организовали сообщество, где людям с этих видео активно помогали в решении разных ошибок. Я сейчас все это описываю в сценарии и сам пытаюсь разобраться в своей истории, моей мотивации и какие поступки и действия я вообще совершал. И просто если посмотреть на видео, которые я тогда выпускал, можно увидеть, что у меня уже был какой-то расчет и понимание. Была конкретная тема видео, которая была нужна зрителям, и цепляющее ярко-желтое превью, которое было куда лучше, чем у видео других авторов тех лет. Да, из этого собиралась какая-то аудитория, но, как я сейчас вспоминаю, с каким же трудом, через какую-то лень давались тогда видео. А все из-за того, что опять же я был увлечен созданием каких-то проектов, разбирался, запускал сервера, конфиги, плагины, хостинги, и особенно проводил немало стримов, что было для меня даже вредно. Да, очень легко нажать кнопку, запустить стрим и просто болтать. В то время как на канале есть видео, откуда приходит аудитория, которая даже благодарна мне за какие-то решения, и она меня смотрит, временами поддерживает донатами. Но сейчас я понимаю, что в этом мало эффективности, и это совсем несерьезно. Все начинает меняться, когда один фиолетовый автор начал развивать конфликт, выпустив видеоразоблачение одного синего лаунчера. И тут я решил запрыгнуть в этот поезд хайпа. Я выпустил 2 видео с рассказом от себя, которые успешно набрали суммарно 900 тысяч просмотров. Меня начали узнавать в сообществе, на кого-то я повлиял. Но дальше, как я сейчас выражусь,
я попал в грязную игру. Первый рекламодатель, чьи реальные деньги я взял, и просчет. Видео по итогу было скрыто, я извинился перед аудиторией, но это отдельная тема. И последующие видео были четким расчетом, хоть и с промежутками в несколько месяцев. Пара видео на важные темы и видео, в котором я был определенно уверен. Мое собственное расследование и разоблачение проекта. И оно по итогу успешно собирает почти 1,5 миллиона просмотров и 60 тысяч лайков. Это был просто невероятный момент для дальнейшего роста, и я это отлично понимал. Мое видео посмотрели разные стримеры, меня обсуждали, я много с кем пообщался, и у меня появилось немало различных контактов, даже некоторых стрёмных контактов. Но особенно интересные и ценные поставщики лицензий Майнкрафта. И вы не представляете, какое это золото. Есть конкретная острая тема, и у тебя есть предложение для ее решения. Следовательно, люди тебе платят. Итак, я открыл свой магазин, где стал лично продавать различные товары и лицензии. Мне выходило большое количество заказов и множество довольных клиентов, без единого возврата. Все было гладко на бумаге, но не учли мы все овраги. Все не могло быть так легко и гладко. Многие, думаю, не знают факт того, что после этого успешного видео следующее вышло буквально через полгода, что буквально означает смерть для всего этого актива. Но важнее причина всего этого. Началось все с простуды. Какая глупость. Как я сейчас помню, на моих стримах с разборами моего видео я уже себя плохо чувствовал и сообщал об этом зрителям, а после слег. И дальше, одним прекрасным днем мне потребовалось сходить в чертову больницу, и там я успешно подхватил пневмонию, факт чего мне потом пришлось еще доказывать врачам, но добил меня полученный грипп, которым на тот момент многие болели. И я так провалялся полуживой с октября по середину января. Но больнее всего, когда я видел, как видео набирают просмотры, мне пишут множество комментариев, а я ничего не могу сделать. И в тот момент я подумал, да, я способен выпускать популярные видео, успешно набирать аудиторию, меня будут смотреть, это круто. Но как же легко в моменте все это потерять из-за какого-то фактора. Ведь медийка вещь такая, заболел, тебя долго не было или идеи стали скучные, тебя перестанут смотреть. И таких примеров полно, и миллионники становятся забытыми. И это был первый момент, когда я поймал себя на мысли. Я вроде что-то строю уже много лет, но по факту у меня ничего нет. Но знаете, что меня спасло? Я отвлекся на разработку и создание чего-то своего. Как сейчас помню, конец декабря 2023 года. У меня все еще было плохое самочувствие, я был разбит, и кому-то это покажется непонятным, но вот чтобы заниматься творческой деятельностью, такой как создание видео или дизайн, тут нужно хорошее самочувствие и в целом благополучные условия. А вот разработка, программирование — это уже что-то четкое и понятное, со своими рамками, где мало что придумаешь. И в этом моменте у меня все соединилось. Моя аудитория так или иначе росла, мне хотелось где-то ее объединить и что-то для нее сделать. И тут для меня открылся мир Discord серверов и разработка ботов для них. Какие же невероятные возможности я тогда получил и как же я этим всем увлекся. Мы разрабатывали свой игровой сервер, на нем играли мои подписчики с YouTube канала, их статистика, их взаимодействие, синхронизировались с Дискордом, я сделал систему модерации, систему уровней, меню для сервера Дискорда, пачку плагинов для серверов и другие интересные штуки. В этот момент я прям серьезно погрузился в программирование и разработку сложных систем Java, Python, JavaScript. Нет, кодить я научился еще давно, в свое время учился и разрабатывал сайты на заказ на PHP, в те времена, когда альтернативы Stack Overflow просто не было. И я серьезно во всем этом копался и постигал шаг за шагом. Да и в мой 2024 год, если говорить о LLM, они не были так распространены, и я по привычке все изучал старыми способами. Заняло все это, я вам скажу, немало времени, до октября 2024 года. А знаете, что произошло тогда? Прямо к тому моменту, когда я закончил работу над Discord-ботом, в России этот самый Discord блокируют. Я был в полном ахуе, куда мы движемся. Я вложил сюда свои силы, у меня были надежды, я строил планы, и в моменте часть аудитории, которая всем этим пользовалась, ее просто не стало, без какого-либо возмещения. Я не понимал, как дальше быть. Никакой альтернативы Дискорду, всем его удобствам просто нет, и мы до сих пор пользуемся именно им. Я привык к Дискорду, боты уже работали, и особенно мне очень нравился их функционал, выдача разных ролей, разные чаты, категории и прочие классные штуки. И всего этого мне до сих пор не хватает в API Телеграма. Тем не менее, у меня было понимание, что блокировка Дискорда меня ограничивает.
Да и после нее основная аудитория собиралась в Телеграме. Туда я и был вынужден перебраться. Так или иначе, трафик с канала шел, лицензии продавались. Для этого уже в телеге я написал автоматизацию, чтобы на это уходило меньше времени. Заниматься соло-разработкой и в одно лицо разгребать такие последствия выходит болезненно. И от этого у меня появилось понимание, что я хочу переходить на более серьезный уровень. Мне нужна команда и нужны ресурсы. Понимание банальной вещи, что сначала нужно создать источник стабильного дохода, а уже потом заниматься чем-то для души, у меня было давно. Но вот осознать это, чтобы начать заниматься чем-то для осуществления, это нужно было еще постараться. Спасибо всем, кто говорил мне об этом, пытался донести. На тот момент у меня уже работала студия Ляпис, в которой мы делали под заказ скины и прочий дизайн. Был автоматизированный магазин с лицензиями Майнкрафта и многих прочих игр. Я видел, что все это хорошо работает, и подумал, что нужно просто все это доделать и заниматься масштабированием. У нас появилось объединение Ляпис Team. Скажем так, я уже работал не один, были разные деятели. Мы разрабатывали разные плагины для Minecraft, строили свою сеть серверов с большими планами и начали реализовывать серьезную задумку магазинов от студии Ляпис Team. Где-то в этот же момент в России начали еще сильнее блокировать YouTube. Интерес к моему каналу совсем начал угасать, и отдача проседала. Ставки на успех этого нового проекта начали повышаться. Я мог остаться без денег даже на еду. План заключался в том, чтобы строить систему магазинов и развивать ее за счет партнерства с блогерами, договариваясь через мое публичное имя, как автора. Я ведь являюсь не последним в сообществе и имею хорошую репутацию. И у меня был мой личный рабочий магазин, я выпускал видео на канал, много людей приходили и успешно покупали товары. То есть все протестировано и работает. Если работает у меня, значит это можно масштабировать. Просто подключить других блогеров, давать им такую же систему и все начнет расти. Мне это казалось очевидным. А конкуренты, которые предлагали подобную схему работы, мягко говоря, репутация у них была не очень, хоть они и работали с крупными блогерами. И я подумал, сделаем, добьемся успеха. Все просто. Есть аудитория, есть продукт, есть деньги, значит все должны быть заинтересованы. И вот здесь я сильно ошибался. Теперь я расскажу и покажу вам сам проект, который мы в итоге реализовали и какие решения были приняты. Показывать буду на составленной схеме, чтобы было приближено к серьезному уровню. Также в нужный момент буду показывать изображение, как это у нас было в продакшене. Как я говорил ранее, задача была довольно простая. Нужно было, чтобы клиент заходил через удобную для него платформу. У нас реализован наш проработанный веб-сайт и система ботов. Все это соединено в единую систему. Клиент выбирает то, что ему нужно, и на выходе мы получаем заказ. И дальше уже происходит взаимодействие с этим самым заказом. Клиент также через платформу получает доступ к меню заказов со всей его информацией. А на другой стороне исполнитель, который через отдельного бота система заказов, работает над заказом, может изменять его статусы, сдать его, отправить материалы. Если же у заказа типа электронного товара, у нас была реализована моментальная его автовыдача. Мы работали через токен авторизации Xbox, и это было очень удобно для клиентов. А клиент же у себя на стороне может принять выполнение заказа или отклонить. То есть полная логика работы со статусами, стейтами. И отдельно про устройство системы ботов. Они реализованы под систему франшизы, чтобы любой автор мог создать своего бота, настроить конфиг со своим оформлением, своими баннерами, описанием и параметрами модулей, которые для каждого бота могут быть своими. То есть та же реализация предложки, чтобы аудитория могла писать напрямую автору, было особенно актуально до введения сообщений телеграм-каналу, хотя и сейчас не все умеют их использовать. Также система розыгрышей, где во время проведения такого публикуется пост в медиа-канал автора с ссылкой на бота, в котором нужно было подтвердить участие и при необходимости сделать какое-то действие, куда-то подписаться или что-то подобное. Вот всего два из нескольких простых реализаций, которые уже вовлекают людей больше использовать бота и интересоваться, что там может быть интересного. Конфиг ботов загружается из системы, когда нужно, обновляется, а вся эта система ботов управляется и оркестрируется через отдельного админского бота. Естественно, для продакшена реализована логика оплаты, подключены две разных кассы с разными методами оплаты, чтобы была возможность оплаты и из РФ, и из-за границы. Отчасти я рассказываю сейчас упрощенно, все-таки тут было над чем повозиться, но проблема была вовсе не в технической реализации. Свои ошибки трудно увидеть, может мне еще кто-то поможет. Но на что обратил внимание я? Точно вижу проблему в том, что мы потратили слишком много времени на проработанный дизайн и фронтенд, при том, что мы нифига на этом не специализируемся. Яркая привлекательная картинка и удобный интерфейс — это здорово, но не на начальном этапе и не в том случае, когда у нас нет на это ресурсов. Я не веб-кодер и уверен, что хороший дизайнер всегда сделает решение лучше, но понял, что стоит активнее юзать LLM, чтобы сэкономить время и нервы. При хорошем запросе она
она нормально составит компоненты, что в будущем не будет доставлять боль при активном изменении проекта и адаптации. И вообще, думаю, в начинающих проектах стоит работать только над тем визуалом, что можно легко переиспользовать или легко адаптировать. Баннеры и карточки must have. Буду рад ознакомиться и с вашим мнением. И вот мы подошли к моменту, когда большая работа по студии и системе магазинов была завершена, и осталось только продавать, заключать партнерство и расширяться. Как вспоминаю сейчас, был конец декабря 2025 года. Я чувствовал, что наступает тот самый новогодний момент, когда люди начинают активно покупать разные подарки. Продаж будет много, подумал я. К тому же 13 января анонсировали выход в общий доступ игры Hytale, которую очень долго ждали, и так или иначе мы надеялись, что это откроет новые потоки продаж лицензий. То есть, сколько сотен миллионов было заработано на лицензиях Майнкрафта. Явно уже многие получили себе лицензии, и продажи стали падать. Хотя вот даже у меня люди покупали себе по 3-4 лицензии для майна. Полная жесть. А Hytale как новая надежда, еще не проданные копии. И упомяну тут еще один важный для вашего понимания момент, который до этого произошел. У меня был мой сервер сообщества Курампа, который существовал еще с 2012 года. Не всегда он работал, но последнее выживание у нас длилось около 2 лет. Там играли мои подписчики, я его содержал за свой счет, он ничего не приносил. Но с недавних пор Роскомнадзор начал окончательно его добивать, и из-за блокировок люди просто не могли зайти. Решения были, но это требовало еще больших затрат по времени и деньгам. И я принял решение до неопределенного момента его закрыть. То есть я поставил все на успех магазинов, хотел именно их довести наконец-то до результата. Внезапно мне открывают глаза. Я написал буквально первому автору, с кем хотел заключить договор, а он мне ответил очень конкретным сообщением. Его суть примерно в следующем. Подобные партнерства или договоры авторам и блогерам неинтересны. Ведь это заставит их тратить время и брать на себя ответственность, так как им придется стать своеобразным продавцом, которому нужно постоянно думать и продавать товары из этого магазина, чтобы что-то заработать. Говоря по-другому, блогерам это нахер не нужно. Бизнесу нужны блогеры и их аудитория, но блогерам бизнес для заработка не нужен. У них и так все есть. Им куда проще продавать подписки на Бусти или конкретную рекламу за полный прайс и не ебать себе мозги. Но вот дело в том, что покупка рекламы от одного такого блогера плохо окупается. И тут уже нужно строить свой конкретный бренд, который таким образом станет конкурентом крупным и всем известным платформам, которые способны вливать миллионы на рекламу, скупая для нее все каналы. И тут уже точно речь не идет об авторских магазинах и малом бизнесе. Момент ушел, конкуренция сильно возросла, и все эти платформы ощутимо захватили рынок. Раньше клиенты еще задавались вопросом, где им покупать, стоит ли доверять этим сайтам, и чаще всего выбирали довериться любимому блогеру. Так я, к примеру, успешно и продавал. А сейчас, когда льется из каждого утюга реклама этих сайтов, хотя бы приятнее, чем реклама букмекерок и казик. У них свои проблемы, есть и обман, возвраты, но люди активно покупают именно там. Добавлю тут комментарий. Проблема скорее даже в том, что на этих сайтах появилась серьезная конкуренция среди продавцов и цен на товары. Продавать стало просто, и рынок обесценился. Цены стали низкими, сами продавцы стали зарабатывать меньше. И конкурировать с такими платформами очень трудно. Меня даже спрашивали, почему я не пойду продавать на эти сайты. Да потому что это полный абсурд. Мне придется напрямую конкурировать с поставщиками, у которых я беру товар, потому что там они и продают. И главное, я не хочу становиться обычным продавцом. Я горю и пытаюсь создавать что-то свое, пытаюсь придумывать что-то интересное и давать людям сервис. Они переизобрели базар и назвали его маркетплейсом, где пытаются перекричать друг друга, чтобы продать свой товар. Обертка современнее, технологичнее, но суть вся та же. И в конце всей этой истории для меня случился самый неприятный момент. Я облажался. Проблема не техническая, не блокировка, а именно у меня в голове. Потому что до этого я был уверен, что все делаю правильно. Напомню, что у меня была логика. У блогеров есть аудитория, у меня есть продукт, есть прибыль, значит это должно работать. И я даже не задался вопросом, а нужно ли это самим блогерам. Я просто взял и подумал за них. Взял свой личный опыт, что мой магазин работает и мне все нравится. И на этом построил весь проект. Но вот когда я пришел к первому автору, он мне просто и говорит: а мне это не нужно. И вот в этот момент все рухнуло. Не потому что идея плохая или плохо мной реализована, а потому что она изначально построена на предположении и не протестирована. Я не учел самое главное. Я потратил месяц на разработку того, что можно было проверить одним разговором. Я стремился любыми способами наконец-то создать что-то свое, что принесет успех, но осознал, что я вообще не тем способом подходил к этому. Я не проверял реальность, я придумывал ее, и дальше просто в нее верил.
И сейчас же я пришел к тому, что у меня окончательно закрыт некогда прибыльный магазин лицензий, закрыта студия услуг, и для максимальной трагичности можно сказать, что мой путь на этом закончен. Иду на завод. Но не сегодня. Теперь я себя чувствую и позиционирую как уверенный разработчик, у меня есть идеи и силы для работы над новыми амбициозными проектами. Но сейчас же я поменял весь подход, сначала проверка, потом все остальное. Обязательно задаю вопрос, а это вообще кому-то нужно? Не только в теории, не думая, что это логично и будет работать. Это занудные вещи, я их и до этого понимал, но игнорировал, и вышло, что зря. Теперь я делаю максимально простые MVP, чтобы проверить, как это будет работать, нужно ли это вообще кому-то, и это реально важно. Чтобы потом можно было отказаться от этого результата, не страшно потратить немного времени, это опыт и польза. Меня даже не пугает, что я потратил год на ляпистим, я получил хоть и отчасти болезненный, но очень важный опыт и наработки, которые я смогу еще переиспользовать. В остальном, я также обдумал мое положение, то, что у меня сейчас есть, и мою деятельность на ютубе, чем я могу и чем я хочу заниматься. И думаю, я нашел для себя отличное направление. Время покажет, смогу ли я с новой попытки реализовать что-то стоящее, а если нет, буду пробовать раз за разом, и если что, поделюсь этим с вами. Вот и сказочки конец. Если хотите поддержать, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, можете оставить что-то в комментариях. О, и кстати, если вам необходимы квалифицированные технические услуги, проконсультировать или что-то разработать, буду рад с вами поработать. Ссылка на короткий бриф в описании. Я сейчас в основном увлечен своим проектом, и у меня есть возможность предоставить время и вам. Всем желаю удачи и до скорого!